утро, друзья! Орел и Решка приветствует вас в швейцарском раю. Здесь райская природа, райский шоколад и райские цены. Для тех, у кого есть золотая карточка. Так чего же мы медлим? Давай узнаем, кому попадет золотая карточка, а кому бесплатный билет на транспорт. Орел! Решка! Че ты монетки орешь? Ну вдруг... Что думаешь, если ты ей крикнешь громче Решка, оно так и выпадет? А вдруг? Давай. Открывай. Давай, открывай. Давай, пожалуйста, я Не хочу. дам. Швейцария должна быть богата. Давай. Ага, конечно. Итак, Давай, в Швейцарии открывай. с золотой карточкой будет... Леся Ивановна Никитюк! Браво, браво, браво! Все в восторге, все в восторге! Нет, Давай нет, сюда нет, золотую карточку. нет, золотую не отдам, на билет, Нет, на билет. Да что ж такое-то сюда? Да что ж такое? Чего ты расстроилась? У тебя целых $100 на шоколадку. Ненавижу, да что же такое, а? Ты посмотри, сама свою шоколадку ешь. Где-то высоко-высоко в горах, на идеальных лугах пасутся ухоженные коровы. По белоснежным вершинам рассекают лыжники, а по опрятным улочкам ездят миллионеры на дорогущих авто. Кажется, такое бывает только в рекламе. Но нет. Все это существует на самом деле. Причем посреди Европы, в райской Швейцарии. В этот уикенд мы увидим сразу несколько городов: Женеву, Грюйер и Цермат, Где собрано все самое швейцарское, дорогое и безупречное. В Швейцарии просто взять крутую тачку – это давно уже не круто. Поэтому я взяла себе элитный тур и консьержа, который покажет мне самые лучшие места Швейцарии. Hey, Lisa. Hello, my friend. Hello, how are you? Как I'm дела? okay. Все хорошо? Все хорошо, все прекрасно. My name is Jan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Знакомьтесь, это Ян, мой личный консьерж. Консьерж – это не бабулька, которая следит за порядком в подъезде, а специалист по отдыху для богачей. Он знает все секретные места. Он выполняет любые прихоти. И на весь уикенд он только мой. You are my guest. Please follow me. А, да, я взяла себе вот эту малышку. So, please sit down. Please. Put your head. Let's make it. Switzerland. Here we go. Итак, вдобавок к Ламборгини и Яну, богатому туристу предлагается элитный тур. Это значит эксклюзивные развлечения, изысканные деликатесы и сплошной вау-эффект. Тур разработан с учетом моего гороскопа и цвета глаз и стоит $8000. Так. Ну отлично, 89 франков. Надеюсь, этого хватит хотя бы на кофе с пироженкой. Хоть аэропорт Женевы находится прямо в городе, цены на такси высоченные. Не, ну это ж понты для приезжих. Ну есть же бесплатный билет. Помните, в этот раз мы разыгрывали не только золотую карточку, но и билет. Его можно получить бесплатно, в аэропорту, в зале выдачи багажа, вот в таком автомате. С этим билетиком я могу доехать до города на автобусе, троллейбусе или поезде. Во как. Он действует всего 80 минут.
Но этого с головой хватит, чтобы добраться до центра. Машинка, конечно. Красавица моя, деточка моя любимая. Боже, какой дизайн. Классные кнопочки, как в самолете. Lamborghini Huracan. Мощность двигателя 610 лошадиных сил. Максимальная скорость 325 км в час. Разгон до сотни за 3,2 секунды. Ну и просто она безбашенная, наглая и белоснежная, как лавина в швейцарских Альпах. Вот эта скорость. Ну как-то скорость маловато. Where is the speed, Ян? Speed, more speed. Я хочу почувствовать эту силу, эту мощь. That's it? So listen, Lisa. 60 километров в час, Ян! Это же Ламборгини! Ламборгини, она должна ехать! Ну! Yeah, you're right. Ты you're права. right. Но в Швейцарии никто не превышает скорость из-за огромных штрафов, которые напрямую зависят от дохода. То есть, чем больше денег я зарабатываю, тем больше будет штраф. Обалдеть, я такого еще не слышала. Представляете, несколько лет назад одному швейцарцу выписали рекордную сумму штрафа – $1 миллион. Да, вот это погонял мужик. Это получается, что на таком суперкаре в Швейцарии нужно ехать и плакать, ехать и рыдать, потому что ты тупо не можешь показать всю мощь этой тачки. Первое, что замечаешь, приехав в Женеву, бесконечные магазины часов. Ну что ты смотришь, что ты смотришь? Денег на часы нет. Все, идем дальше. А еще, что тут приятно просто гулять. Смотрите, вокруг горы. Под боком озеро. Лебеди в нем, вон, будто накрахмаленные. Улицы чистейшие, словно их вымывают шампунем. И все как под линеечку. Ставни, флаги и даже чайки. Вот видно, что Женева такая спокойная, умиротворенная, неспешная, такая идеальная идеальность. Я даже боюсь громко разговаривать, чтобы не нарушить эту тишину. Мы сейчас поднимаемся вот так вот по серпантину, а с той стороны горы. Виноградники, виноградники, горы. You see there? It's amazing view. Да, швейцарская природа – это, конечно, сказка. Поэтому швейцарцы редко покидают свою страну. Мальдивы, Сейшелы, Гавайи. Зачем, если можно отдохнуть вот в таком домике среди гор? Итак, первый пункт моего элит-тура – это сюрприз. See? Wow. It's amazing. It's amazing. Amazing.
Обалдеть! Вот это я понимаю пикник. На берегу лимана с приватным оперным выступлением. Excuse me, Lisa. Can I see a little tea? Yes, please. Кстати, это не какие-то певички с перехода. Это лучшие оперные музыканты во всей Швейцарии. Look at this. This is the Mont Blanc. The highest peak in Europe, actually. You can see it down there. Слушаю Кармен, смотрю на Монблан. Какое прекрасное совпадение. Самая большая ценность и одновременно достопримечательность Швейцарии – это ее высокие горы. Альпийские луга, ухоженные коровы, как из рекламы шоколадки. Ближайшее к Женеве место, где можно увидеть все это – город Грюер. Все туристические форумы и сайты пишут, что это город-сказка. Не увидеть его – не побывать в Швейцарии. И я так туда хочу. Но дорога на поезде до Грюера туда и обратно обойдется в $92. Автостоп тут не популярен. В общем, без шансов. Мне бы хоть тут как-то прожить, если средний чек за обед $30. Может, хоть шоколадкой перекушу. Может, маленькая печенька? Шоколадную. Сколько? Серьезно? $11 за 100 грамм печенюшек. Получается, я даже на все свои деньги не могу позволить себе купить килограмм. Офигеть вообще. Судя по ценам, через 2 дня я буду выглядеть вот так. А это, по всей видимости, моя Леся через 2 дня. С жиру там бесится наверняка. Браво! Одно радует. Хоть вода бесплатная. Да, здесь, в Швейцарии, можно пить воду из-под крана, из фонтана. Короче, она здесь чистая. Все потому, что она течет прямиком из подземных источников. У нас такая вода стоит сумасшедших денег и называется альпийская. А тут, пожалуйста, пей сколько влезет. Женева находится на берегу озера Леман. И все швейцарские миллионеры предпочитают жить именно в этих домах. Ради красивого вида им не жалко выложить $2-3 миллиона за каких-то 60 квадратных метров. Богатые туристы тоже предпочитают жить у озера. Например, в старинном бутик-отеле «Англитер». Bonjour. I want to stay in your hotel maybe in a month or 2 months. Joke. Only 1 night. The best room. What do you have? Please, after you. Бутик-отель – это когда каждый номер отличается своим уникальным стилем и интерьером. Богатому туристу в Англитере предлагается… О, да. Ёшкин кот магнифик. Президентский номер за $5000. 110 квадратных метров дворцовых хором. Класс! Бархатные диваны. Какая роскошь. Смотрите, все в позолоте. Вот это люстра золотая. Как колокол. Мусорное ведро с золотыми буквами.
И даже кран. Кран тоже позолоченный. Я уже представляю, как здесь отвисают швейцарские богачи. Пишут любовные письма, обедают, думают, немножечко выпивают. Пожалуйста, виски, коньяк, порто. Это настоящие? Да. Закусывают. А потом такие выходят на балкон и... Ах! Что вы знаете о ненависти, друзья? Я знаю все. Не могу себе позволить ни отеля, ни хостела. Поэтому заранее договорилась о бесплатном ночлеге на сайте каучсерфинга. Stefan, it's me. Hello. Hi, nice to meet you. How are you? You have a very nice yard here. Yeah, thank you so much. So, let's go? Yeah. Welcome home. Oh, thank you. Hello, home. Квартирка скромная, но уютная. И в самом центре. Use the Это ванная и душ. shower. Но по вечерам пользоваться ими нельзя. Будет шумно, и соседи вызовут The полицию. neighbors. Обалдеть. Стефан живет тут с женой. Оба они работают в своем собственном баре. Стефан барменом, а Юля поваром. Wow. So nice. Хотим угостить тебя вкусными швейцарскими сырами. Wow. An amazing. Вот это прием, друзья. Вот это попало. Реально швейцарские? Да, вот эти из Женевы, а вот этот из Грюйера. Кстати, я наслышана о Грюйере. Мечтаю туда попасть, но у меня, к сожалению, не хватает денег на билеты. Если хочешь, подработай в моем баре. Официантка. Серьезно можно? Конечно, без проблем. Мы платим 25 франков в час. А чаевые дают? Все зависит только от тебя. Я даже не знаю, могу ли я рассчитывать на чаевые. Окей, 25. Значит, если я поработаю 6 часов, я получу 150 франков. 150 франков? Да это более чем достаточно. По рукам. Обалдеть! Я попаду в Грюйер. Выпьем за это. Наше здоровье. Sunday. Богатые швейцарцы предпочитают не только жить у озера, а еще и рассекать по его бирюзовой глади на своих яхтах. Что ж, второй пункт моего элит-тура – прогулка на яхте. Причем кичиться размером яхты тут не принято. Видите, все маленькие, скромненькие. Конечно, я бы могла вам сказать, что плыть по лиману на яхте за 350 тысяч долларов – это огромное удовольствие и роскошь. Но на самом деле… Можно сдохнуть от холода. Как бы так хотя бы чуть-чуть подглядывать на красоту. Срывает парус! Берегись! Ну, Merci beaucoup. Ветер капец! Сталь! Мокро! Фу! Очень красиво! И очень ветрено! Плавно ухожу, держусь за бокал.
Боже, это ж надо так не повезло с погодой. Merci beaucoup. Какое изящное место. Merci. Ужинать я буду в одном из лучших ресторанов Женевы. Мне любезно подали рыбу, выловленную в местном озере, которая называется perch. По-нашему окунь. Рыба на гриле, овощи на пару. В общем, легкий и диетический ужин. Это очень по-швейцарски. Для меня слишком диетически. Хочется сюда сейчас оливьешечки домешать, там огурчика порезать. Эх, но это правильно. Вот так питаться правильно. Очень правильно. Ну все, вот пришло время зарабатывать. Okay, guys, go ahead. Ага, thank you. Ну, я пошла. Я волнуюсь, я не могу. The menu for the drinks. In fact. Yes. Yeah, the cocktails here. This table there. Go ahead, come on. Yes, one glass of wine. One glass of wine, yeah? White one. Okay, thank you. Yeah. One glass of white wine. White wine, which Yeah. I forgot. Господи, какое вино? Which wine? Jardin d'hiver. Jardin l'hiver. Ah, Jardin l'hiver. Très bien. You can go to serve directly in her glass with this wine, right? How much? Do you have some doses? It's 1 deciliter. Your wine, please. Oh, Like to drink something? Malbec. It's not enough fingers. How? Like this? that's why you need one hand. Господи, помоги. Your wine, please. Oh, thank you. Where is this guy? Where? It's for you? Hello. How many of you? А куда дальше? Окей. Я запуталась. I'm sorry. One snack veggie. Please. Bon appétit. For you, please. Five. Я даже не думала, что быть официанткой так сложно. Нужно знать рецептуру, нужно знать, сколько бокалов принести, нужно знать, какие дозы, какие порции подавать, нужно слышать звонок, нужно слышать, что тебе говорит твой шеф. Иди домой, пожалуйста. Все, устала, больше не могу.
Люблю такие завтраки. Обожаю. О, манифик. Ну, за прекрасное утро. Так хочется спать. И одновременно хочется в грюйер. Что выбрать, спать или грюйер? Конечно, грюйер. Богатые швейцарцы внимательно следят за своим здоровьем и красотой. Поэтому на выходных любят отправляться за город на водные процедуры в термальных источниках. Мой персональный консьерж Ян посоветовал лучший из них – Le Bain du Laver в часе езды от Женевы. Я, конечно, не знаю, в каком виде они приезжают, но я люблю приезжать на термальные источники так. Le Bain du Laver, то есть бани за много лаве. Но мне платить не нужно, потому что все уже включено в элит-тур. А вы уже в отключке, мужчина? Ничего страшного, сейчас полечитесь и будет легче. Курорт расположен в крошечном селе в окружении гор, рек и лесов. А температура воды 35 градусов круглый год. Вроде как свежим воздухом прохладным дышишь, а сам лежишь в тепле, в теплой водичке. Распаренная кожа моментально впитывает все полезности, подтягивается и молодеет. То есть купаться тут все равно, что намазать все тело самыми дорогущими швейцарскими кремами. Эх, хорошо здесь, хорошо. Но очень скоро все начинает напоминать Диснейленд для пенсионеров. Посмотрите, их и массажируют, и выполаскивают, и обещают, что после 2-недельного курса все будет опять как в 25. Ну а кому молодеть не обязательно, может просто получать удовольствие. Райский балдеж. Я теперь понимаю, в чем фишка этих термальных источников. Среди такого контингента реально чувствуешь себя моложе. А я наконец-то выезжаю в Грюйер. В поезде так чисто и приятно, словно это VIP-вагон. Но по факту самый обычный второй класс. Богатые туристы тоже ездят в поезде. Да-да, мне пришлось оставить свою дорогую малышку, потому что я отправляюсь в суперэкологичное место, где машины запрещены. На горнолыжный курорт Цермат. Чтобы добраться до Грюйера, мне придется сделать 2 пересадки. Но со швейцарскими поездами это просто. Система отлажена до секунды. Из одного поезда вышел, и тут же в другой зашел.
Все для людей. Обратите внимание, какие огромные и чистые окна. Это чтобы людям было приятно смотреть. Более того, все железные дороги Швейцарии построены так, чтобы пассажиры проезжали по самым живописным участкам страны. Представляете? Есть даже целые экскурсии в таких панорамных поездах, как у меня. Это же можно ехать и наслаждаться красотой. Такое, да, окно в рай. Вот вы понимаете сейчас, что рай может быть не только тропическим, с белоснежными пляжами, пальмами. Рай может быть вот таким, огромным, таким свежим, таким величественным. Уже скорее хочу погулять. Как Багамы для пляжника, как Париж для модника, так Цермат для лыжника – мечта всей жизни. Здесь 310 километров трасс, и круглый год идеальным слоем лежит снег. А еще это целый эко-город. Все отели тут сделаны из натурального дерева и камня. А богачей возят исключительно на электромобилях. Таким образом, эти самые богачи как бы спасают планету от экологической катастрофы. Но отдых здесь настолько дорогой, что его потянет далеко не каждый обеспеченный турист. Например, средней семье из 4 за неделю пребывания здесь придется выложить где-то $9000, потому что $4000 будет стоить самый дешевый номер, 1400 подъемники, 1000 аренда оборудования и где-то 2500 питания. А швейцарцы приезжают сюда целыми семьями и вообще не парятся. Вот как хорошо, что мне тоже не нужно ни о чем париться, потому что со мной золотая карточка. Эй! Я приехала в Грюер. Посмотрите, те самые коровы, поля, горы. Ну, друзья, ради этого стоило работать и не спать. Красиво же, красиво. Домики, они как декорации к каким-то фильмам сказочным. А вот это какое-то, я не знаю, не настоящее, как будто просто поставили открытку. Здесь даже не хочется ничего делать. Просто вот, умоститься на травушку и рассматривать все по сторонам. Как же тут хорошо! Я все-таки сюда добралась. На вершину гор Цермата можно подняться на подъемниках, ну или на поезде по знаменитой зубчатой дороге. Так высоко на поезде я еще не ездила. Ее давным-давно изобрели швейцарцы, чтобы поезд мог забираться под крутую гору. Для этого проложили вот такой дополнительный зубчатый рельс. Это просто обалдеть, как красиво! Матерь Божья! О! Это она! Боже! Это же Матерхорн! Гора-символ Швейцарии!
я наблюдала красоты с вертолета, с самолета, с парашюта, но с поезда я еще такой красоты никогда не видела. Посмотрите, это же просто, это не открытка, это открытище! Как красиво! На высоте больше 3000 метров нет привычных нам деревьев. Здесь круглый год зима. Здесь становится сложно дышать. Эта холодная красота завораживает. И чувствуешь себя снежной королевой из сказок Андерсона. Належавшись, мне стало ясно, что пора бы и перекусить. Пойду посмотрю, что там в самом городе. Абсолютно все приезжают в этот город, чтобы поесть фондю. Это расплавленный сыр, в который макаешь хлеб и всякое другое. Но стоит это блюдо в среднем $50. Вкусно вам, наверное, да? Ну ничего, я потерплю. А сам городок очень красивый. Можно легко представить, как в этом замке танцевали на балах герцоги и придворные дамы. У этих окон выжидали своих рыцарей маркизы в пышных платьях. А по этим крышам гоняла шпана. Слушайте, у меня возникла идея, как тут бесплатно поесть. Вы же знаете, какая визитная карточка у Грюера. Конечно же, сыр Грюер. Пойдем посмотрим. Именно тут его изобрели 1000 лет назад. И именно тут я его съем. Пахнет так все вкусно. А вот эти коробочки – это пробники сыра. То, зачем мы пришли. Можно попробовать все виды сыров, которые здесь есть. Бесплатно. Я хочу уточнить, бесплатно. Всем бон-бон-бон. Вообще очень бон. Он такой нежный. Есть у него привкус соленого творога. Он, знаете, такой сладко-соленоватый, с нотками орехов и полевых цветов. Главная особенность сыра в том, что никто за пределами Грюера не может повторить его вкус. Все дело в коровах. Они непременно должны жевать только эти альпийские поля, иначе вкус молока будет не тот, и сыр, соответственно, не тот. Вот этот сыр очень вкусный. Там есть внутри как будто такие кристаллизовавшиеся частички. Я не знаю, как даже показать это, но такое ощущение, что ты ешь шоколад с печеньем. Вот. Seulement ça. Ага. Avec la cuchole, du beurre et de la cuchole. Очень вкусно. La grande gruyère aux herbes. Нормально. Вот попробуй у нас на глазах продавца съесть полкило сыра. И чтобы он тебя вдогонку бесплатно угостил вареньем и ликером. Нравится мне этот Грюер, очень нравится. Накормили, напоили. Мерси. До свидания. Ну все, я готова покорять крутые спуски. Какая скорость! Класс!
Лыжные трассы Цермата очень широкие. На них всегда мало людей, и они такие длинные, что можно полдня нон-стоп съезжать с одной вершины. Но самое удивительное, что даже на сложных трассах крошечные дети. Обалдеть! Как бесстрашно гоняют! Похоже, швейцарцы сначала учатся ездить на лыжах, а потом уже ходить. До 9 лет все подъемники для них бесплатны, а школьников вывозят сюда на уроки физкультуры. Класс! Я лечу! Как торпеда! Кто положил вот эти лыжи здесь? Как мне проехать? Как мне проехать? Уберите! Как это обойти? Вау! Вау, вау, вау! Help me, please, because I'm a first time. Все это можно все снимать? Отлично, давайте, поехали, потому что я же не умею кататься совершенно. А я продолжаю рассказывать, как бедному туристу вкусно поесть и за минимум денег. Вот он, швейцарский рай. Вход на шоколадную фабрику. Да, вам придется заплатить $11 за вход. Прослушать скучную экскурсию про историю создания шоколада, понаблюдать за гипнотическим конвейером. У меня реально такое ощущение, что эта штуковина сейчас раздавит маленькую конфетку. Но главное, что в самом конце безлимитная дегустация. Шоколад нежнейший, он такой свежий, такой приятный. Он прям, знаете, вот тает. Теперь я понимаю, почему люди в Швейцарии считаются одними из самых довольных людей, потому что они пачками жрут этот шоколад. Серьезно, каждый швейцарец в среднем 12 килограммов в год. И я их очень понимаю. Мне даже чуть поташнивает, но я доем. Пожалуйста, помогите. Я уже себя не контролирую. Все, вот это последнее. Для Леси возьму. Она же наверняка тоже хочет. В конце уикенда в Швейцарии загораешься мечтой встретить здесь свою богатую старость. Чтобы также беззаботно сидеть с любимым в кафешке у озера. Чтобы выгуливать внуков по цветущей набережной. И чтобы шушукаться с подружками по дороге за шоколадом. Ай, правда. Что еще нужно для счастья? Спокойная, умиротворенная, неспешная. Такая идеальная идеальность. За прекрасное утро. Всем бон-бон-бон. Шоколад нежнейший. Вроде как свежим воздухом прохладным дышишь, а сам лежишь в тепле. Такое, да, окно в рай. Я еще такой красоты никогда не видела. Кто еще не нашел клад в Швейцарии? Никто? Потому что он еще не спрятан, друзья. По традиции для вас $100. На фондю хватит. Чтобы отыскать нашу бутылочку, отправляйтесь на горнолыжный курорт Цермат. На пересечении улиц Шульматштрассе и Кирхштрассе есть телефонная будка, а рядом лестница. Между первым и вторым пролетом лестницы за железякой в стене вас и ждут $100 от Орла и Решки.
Я только вот сейчас понимаю, как я хочу спать. Зачем я всю ночь работала? Что это за маленькая худенькая девочка здесь стоит? Небось, замерзла. Замерзла. От голода умирает. На, скушай яичко из швейцарского шоколада. Убери! Тошнит уже Ну на, шоколад. съешь. На, вот тебе шоколад с лимоном, шоколад с ванилью, шоколад с миндалем. Откуда деньги? У меня же все были. Откуда деньги? Я работала всю ночь, просто Я всю даже ночь в не этом могу себе баре. представить, как ты здесь выжила без денег. Здесь я еле выжила со своими деньгами. Да ладно, да ладно. Но здесь же, это же страна богачей. Вот твоя бабушка куда деньги складывала? Матрас. А эти в банке. Трехлитровый. Трехэтажные, пятиэтажные. До скорых встреч, друзья. Да. Денег вам побольше. Сыра и шоколада. Да, Сыра, так что там, где ты работала? Хоть нормальная профессия была? Да ты что издеваешься? Я официантка была. Не, ну это... Я официантка, я сейчас только поняла, как это сложно. Мы же все время с тобой по ту сторону медали.